Ну что ж, первый игровой день подходит к концу, дорогие зрители. У нас остается самый принципиальный и важный матч. Нави против американской команды CLG. Best of 3 встреча. Пока что мы не имеем понятия малейшего, на каких картах будет происходить этот бой. Но я уверен, что ребят постараются выложиться на максимум. И, собственно, как я говорил в прошлом видео, пройдут дальше и все-таки сыграют с командой Luminosity. Кстати, интервью с которым вы сможете посмотреть совсем скоро или уже видите на YouTube-канале Нави. Ну что, у нас идет сейчас пик банкарт. Буквально через несколько секунд. Это очень важно для Нави. CLG, кстати, неожиданно банят оверпас. Далеко, наверное, не самую сильную карту у команды Нави, но, видимо, они отталкиваются чисто от своего бана. Нави, конечно, оверпас играет круто, но, скажем так, были бы на месте CLG кто-нибудь другой, мне кажется, оверпас бы они не забанили против Нави. Ну и сразу же идет пик Трейн от команды Нави, я так понимаю. CLG взяли Кобл, и Нави играет за атаку. Ну и третья рандомная карта Де Инферно. Трейн, Кобл, Инферно. Очень хорошие карты для команды Нави. Нету Даста второго, на который CLG надеялись. Это их лучшая карта. Нету Миража, кстати, тоже сильной картой для CLG. Поэтому Трейн, Кобл, Инферно — это то, что надо, если честно, для команды Нави в первую очередь. И мне кажется, что с таким пик-баном все должно получиться, и, возможно, даже 2-0. Ну, понятное дело, что не хочу я ванговать или потом читать в комментариях: ха-ха-ха, Сеня, ты же не угадал. Но, опять же, просто высказываю какие-то свои чувства. Хотя вчера, например, у меня были чувства, что 16-13 победят Нави и обыграют Envious. И оно меня подвело. Может быть, все-таки здесь какая-то Нави атмосфера, да, и рядом с командой, и очень сильно в нее верю. А на самом-то деле парни, может, и играют не так уж хорошо, как мне кажется. Тоже как вариант. CLG взяли карту The Train все-таки, дорогие друзья. Но вот я тоже об этом как бы подумал и увидел, потому что, ну, я обратил внимание, что как бы если бы Нави пикали карту, то они вряд ли были бы в защите. То есть CLG берут против Нави карту The Train. Это шикарный, отличный вариант, сильнейшая карта для команды Нави, и соперник просто эту сильнейшую карту берет. Я вообще никаких проблем не вижу, и Нави начинает ЗКТ. То есть если команда разыгралась, то все хорошо. Нави берут свои карты Cobblestone и за атаку. Но в Cobblestone есть маленькая особенность. Атака в последнее время берет очень много раундов. Поэтому здесь тоже плюс. Ну и третий решающий Инферно. Это в любом случае лучше, чем Dust 2. Ну, Мираж не знаю. Вчера Нави и Мираж были готовы играть против Envy. То есть Мираж у них тоже силен. Но у CLG Мираж тоже, мне кажется, лучше, чем Инферно. Поэтому, ну, карты вообще шикарные для команды, рожденных побеждать. Если они умудрятся проиграть команде CLG в этом пике бане, то, в принципе, дисбанд. Можно готовить дисбанд, ну, потому что я вам объяснил, почему. Карты просто шикарные для команды Нави, стороны шикарные для команды Нави. Все пока что складывается идеально. Ну и у нас пистолетный раунд. Как всегда, это самая важная часть, которая может, в принципе, быть. Нави в защите. Выход у нас довольно-таки быстрый на точку Б. Ну и, кстати, фейк готовится какой-то. Очень интересный фейк. Когда два человека пушат через верх-вниз и заходят в зиг в спину с оппонентом. Нави это понимают и немножко везет. Нави не попадают в них игроки атаки все-таки, но не сумели Нави четко заиметь. 2 на 2. Бомба стоит на дефолте. Кстати, убили человека. Остается один Тарик, и Эдвард прикрывает тиммейта. Все-таки справились. Очень опасный раунд, согласитесь. Интересно, очень интересно сыграли CLG в этой ситуации. Если честно, первый раз я вижу нечто подобное. То есть бывали, скажем так, фейки, когда 3 человека выходят на бомбу без бомбы, или 2 человека без бомбы, и 3 вверх-вниз. Здесь же вышла бомба, а вверх-вниз, скажем так, сразу стал пушиться, и ребята стали обходить игроков команды Нави. Ну и в итоге все получилось довольно-таки неплохо, хорошие шансы. Мне кажется, немножко поторопились ребята, которые были в Зиге, они могли сыграть поувереннее, жестче, и тогда Нави бы проигрывали пистолетку. Но взяли ЗКТ, и, в принципе, пока что теперь все должно идти по плану. Тем более у нас CLG, видите, как удобно играет. Они не делают экобай, они просто играют с пистолетами сейчас. На Б решили пойти американцы.
4 человека через коннектор, один отверх-низом. Ну, пока что готовят почву. Нави абсолютно не пушат, дают делать раунд. Но при этом вдвоем принимают Б. И, возможно, что-то получится. Хороший смог от Сизда. Кстати, в этот смог будет очень тяжело выйти, но моменталочка-то отличная. Однако Сист круто заспрейл. Сделал -2. Из-за этого Флейми, скорее всего, не проверят возле катушек. И в итоге Флейми реализовал свою позицию и оружие. Ну а теперь стяжка от всех тиммейтов. Я не знаю, как американцам нужно постараться, чтобы взять этот раунд. Снайпер, правда, сделал свой килл, но Гвардиан моментально прикрывает эту позицию. И Гвардиану очень важно сейчас взять АВП, потому что это просто будет экономический рай. Но мне, в принципе, все равно удивительно наблюдать, почему команда CLG взяла карту Death Train против Нави. То есть ребята явно отталкиваются якобы от своей сильной стороны, от своего сильного пика, но при этом вообще не думают о том, что как бы карта Death Train у Нави тоже хороша, и что Нави, например, с поляками могут сыграть на допах или выиграть, или проиграть. А у поляков, понятное дело, карта Death Train сильнейшая в мире. Ну, с одной стороны, можно CLG похвалить за эту уверенность, но с другой стороны, мне кажется, это небольшой фейл от тренера или капитана. Начинается выход на точку Б. Довольно-таки важный раунд для команды Нави. Еще один бай. Если проигрывают его американцы, то придется, скорее всего, делать эко. Ну и Нави принимают Б сейчас втроем. Зев заходит в спину, замечает в коннекторе оппонента. Хороший спрей, нужно выжить. Зев делает -2. Как же это было важно. Ну и тут, в принципе, Флейми с остальными тиммейтами должен уже раскатывать оппонентов. Нави просто не стоит ошибаться. Приходит Гардиан, делает килл, остается Сиз где-то на верхнем и, естественно, отстреливает своего соперника. Хотя еще можно. Кстати, можно потерпеть и не дать ему установить бомбу. Он не может установить бомбу, он уходит на сейв. Сиз пытается его отстрелить, но не получилось. Тарик красный, 3 хп. Ну, сейчас, наверное, попытается CLG все-таки сделать какой-то... Очень обидно эко-раунд сейчас отдают парни из команды Нави. Как бы все было под их контролем, но, если честно, огромную индивидуальную ошибку допустил Ваня Эдвард, который как бы просто не попал. Вроде как вышел под флешку, но может он не стоило того. Просто оно того не стоило. Поэтому, видимо, из-за этого все, собственно, так и получилось, дорогие зрители. Кстати, очень интересно, Нави сейчас разбивают окошки на новой вышке. Это связано с тем, что террористы, видимо, смоки отбиваются как раз-таки от этих стекол. И чтобы это не допустить, Нави заранее разбивают стекла. Ну, видите, насколько важен был тот раунд, насколько он сильно повлиял на команду CLG. CLG берет после эко, судя по всему, еще один. У Флейми шансов нету, есть по нему информация, хп мало, нужно уходить на сейф. Ну что, сейчас тут как раз-таки раунд, с которого нужно теперь откомбачивать ребятам из команды Нави. Один из ключевых и самых важных. Дело в том, что очень серьезно подзяли CLG и, по сути, позапрошлого раунда начинает свою доминацию. И Нави нужно эту доминацию прекращать. Но пока что размен более-менее неплохой. Нави получили инфу о своих соперниках. Флейми хедшотят на заднем, но он делает всего лишь один минус. 2 на 2, причем против ФНС и Хейзеда остаются 2 снайпера. Гардиан и Сиз. И АВП, конечно, девайсы хорошие, но нужно попадать. Буквально одна ошибка, и американцы возьмут еще один раунд. Через зеленку решили разыграть парни из США. Ну и зелень, по-моему, таки будет сейчас Гвардиан простреливать, посматривать. Но не факт, что по таймингу все сложится таким образом, что он будет отвечать за зеленку в тот момент, когда американцы выйдут. Ну и, по-моему, этот тайминг Гардиан теряет. Хотя перемещается как раз-таки к зелени. Давайте смотреть. Гардиан смотрит, ожидает. Нет, он во втором зуме, он не ждет абсолютно своих соперников через эту точку. В итоге начинается выход через зелень. Гардиан отстрелили, Сист вылез, идет на дефолт. Возможно, удастся сделать минус. Браво, Сист. Он успевает в момент установки бомбы, обезвредил оппонента. В итоге 1 на 1. Он в зуме ходит, а тут Калашников против него. Это 5-4, Нави отдают еще один раунд, и теперь эко. А это значит еще раунд.
Очень опасные байраунды пошли сейчас от команды Нави. Они пытаются, скажем так, любой ценой переломить оппонента, и в итоге это может сыграть на руку, наоборот, команде CLG. Ну, критиковать их особо сейчас не за что. Они просто отдали инициативу и не могут теперь ее перехватить. И вот пытаются, скажем так, покупать. Но насколько круто Зевс, например, играет с дробовиком, я не уверен. Поэтому, мне кажется, это решением не самым хорошим. Но вот идет он под окна. Гардиан отыгрывает, правда, неплохо с АВП. И вот, в принципе, нужно убивать Нарика. Нужно брать теперь серию раундов. 2-3 подряд, только тогда Нави, ну, тут даже, наверное, больше не экономически, да, выйдут вперед, как я всегда говорю, а психологически. Но пока что до этой цели еще очень-очень долго, ибо у команды Нави по деньгам, в первую очередь, все плохо, у команды Counter Logic Gaming все великолепно. У них, по сути, до конца игры уже есть бай. Но Нави нужно стараться, Нави нужно брать эмки, АВП и убивать. Почувствовать уверенность в себе. Очень хорошую работу сейчас показал Сист. Невероятные 3 хедшота с Эмки, но тут GTM начинает отстреливать. И все-таки Нави справляется. Видите, очень тяжело Нави дается игра. Они пока не могут найти себя. То есть команда CLG взяла инициативу в свои руки и начинает свою доминацию. Продолжает, скажем так. И Нави нужно ломать врага. Ломать его можно как раз-таки с помощью подобных жестких фрагов. То есть сделал минус 3, минус 4, успокоил соперника. Еще один такой раунд, еще раз успокоил. А потом уже подключаются другие тиммейты, у которых, скажем так, игра не клеится. Пока что это Эдвард, пока что это Даня Зевс. Но пока что то, о чем я говорил. Ребята, благодаря хорошим фрагам от Сиза, немножко вырываются вперед и уже подключаются не только, скажем так, Денис Костин к этому игровому процессу, но и подтянул за собой Гардиана, подтянул за собой всех остальных ребят. И уже счет 8-5. Остается 2 раунда, и Нави удалось еще и по экономике выйти вперед. Теперь в предпоследнем раунде у американцев денег нету, они делают эко. Если Нави не зафейлят, возьмут 9-й, ну а потом будет борьба уже за решающий последний раунд в первой половине. Doesn't look like it's about to happen any moment now, and it's going to require Navi to kick the first shots, to keep the keys at the ranges. He can up push before it gets to the bomb site. Would be very handy for them. And Edwards just going to stand large and in charge on top of the bomb train, as is News on top of another train there. And it looks like they're literally towering over their opponents at the moment, and it's working out magnificently. Getting over those smokes with the rifles, completely countering the players' DLG. But I mean, this is why Navi are a great train team. Yeah, exactly. I mean, that's the only way you can really stop that kind of smoke push. Just get on the high ground as high as possible, and make sure you can get those kills before they get committed to the bomb site itself. That's exactly what Navi managed to do. They're going to be putting this into a 9-5 situation in Navi's favor. And last round and a half, we have an op on JDM once again. Instead of needs for CLG and full purchase for CLG. So they have all the options they would like to have. Ну что, начинается последний раунд первой половине. GDM его открывает, забирает Эдварда. Начинается у нас быстрая довольно-таки раскидка и выход на аплент. Ошибочки пошли от Эдварда и Зевса, ключевых игроков на апленте. Но вот сейчас, возможно, тот момент, когда Флейми будет разбираться со всеми. Его пока что в этом матче не хватает. То есть Сист, как молодой игрок, да, как там тот же знак Сибиали, присутствует. Флейми мы не видели. И как раз-таки нужно, чтобы он убивал. Он пока что не имеет, не хедшотит и не радует фрагами. 9-6. Счет, в принципе, неплохой с условием взятой пистолетки во второй половине. Но мы-то пока что не знаем, возьмут ли Нави. Если возьмут, тогда все можно еще нормализировать, стабилизировать и победить на карте The Train. Но у Нави атака должна быть неплохая. Train карта все-таки для рожденных побеждать не новая. Они ее круто играли в 1.6 и продолжают играть в CSGO. Нави начинают выходить все-таки на Б. Один человек
зашел через КТ-базу. Катлер пытается нашивать на смог. Зевс находит возле катушек ФНСа. Ну и теперь бы отстрелить еще и Катлера на заднем было бы неплохо. Ай, плохо, что отдается у нас сейчас Ваня Эдвард. Но пока что неплохо, 2 на 2. Позиции, правда, у Нави плохие. Один за собакой, один на пленте. И Зевс красная. Спину поджимают. Гардиан отлично забирает Тарика. Понимает, что в спине находится оппонент GDM. Отстреливает Словака. Ну и, по-моему, есть инфа, что Зевс красный. Его нужно жить, ему нужно не вылазить. GDM пытается найти своего оппонента. GDM пушит Зевса. И кто кого? Нету дефузов у GDM. Он, по-моему, не успевает. Нави берут этот раунд. Отличная работа от украинской команды. Браво! This might be perfect. Velasquez, in fact, Jacob gets the first frag, and the second one onto Flamey, and the bar is down low, ramp kill. This is massive right now for Skillsy. This could be a huge turning point, finding an extra kill. Haste onto Edward now as Steve collects the bomb, gets himself out of dodge. But for how long can Na'Vi keep themselves alive in this round right now? They've got to find a way into a bomb fight against 5 players with 2 of the weapons being picked up, 2 AKs, Finesse and Hayes picking those up, and JDM still rocking the AWP. Looks like they want to go for the re-entry here. Guardian and Steve's trying to face together. Now here it is, where's the spot? Cutler makes himself visible. Guardian almost beating the head off of Steve's there, but Steve will get himself into the side, take down Cutler as well. It's going to be deserved at this point, as the bullet is being planted now by Steve, and the advantage goes back into the hands of Na'Vi just for the moment. As they try to find the Uber spot from there it is from Steve onto Carrick. It's just JDM left now. They need a massive clutch from him as he moves forwards down the train yard. There's not much to do but to go for it as he finds himself the first player, misses the shot. He might not get another opportunity as these teams dodge back into safety. Oh wow. Но вы сами все прекрасно только что видели, тут комментарии были излишние, это просто мега фейл от команды Нави и мега камбэк от команды Нави. То есть тут они сыграли как против себя, так и за себя. Прекрасная работа от 2 оставшихся товарищей. Знаете, насколько важен был только что этот раунд. Если бы американцы тащили, они получали бы уверенность в себе, экономику и потихонечку могли бы камбэчить дальше. Нави все-таки не дают американцам зацепиться. 14-6. Все хорошо. Done with this round into the B-bombs pipe, and JDM will open it up with a great defensive kill. That's going to help out Finesse right now as there are less players going to attack, but he's going to go down for 3. That is not good here for CLC. That is going to add a lot of pressure right now as Guardian gets himself into position and Flamey's about to land the shots. Cutler finally answering back to CLC. That's now a 3 versus 3 situation as we see Guardian dodge back into the upper area. Secret. We've got Edward here by the bomb itself, so Edward, if he can get a couple kills here, or even a single one, he's going to create a lot of space there for Na'Vi, but it seems like Steve's is doing some work as well. Edward going for the smoke here. Steve's, he might not anticipate this, he's trying to play a sneaky game, and it's working out wonderfully. Cutler is going to go down, and Edward now playing behind the crane. What is Hayes going to do in this position? He's going to try to go for the fake. He's lost just a pixel, but is it going to be enough at this point? What a maneuver through the smoke from the man. Ну а теперь нас ждет, судя по всему, последний раунд. Нави все-таки показывает, что карта Death Train хоть и вражеский пик, тут даже мой помощник Иван Болясников говорит, ты, мол, не забываешь, что карта Death Train это пик команды CLG, но я-то про себя знаю, что бы там ни пикал соперник, карта Death Train, ну только против Virtus.pro может быть карта Virtus.pro. Против всех остальных это хороший вариант для команды Нави, они круто играют ее и, в принципе, любых должны одолеть. Что, еще один бай, 15-9 у нас счет. Нави отдали 2 раунда назад, раунд против пистолетов, и из-за этого могут начаться проблемки. Но пока что незначительные, потому что, сами видите, 6 раундов нужно откомбайчить CLG, но это защита на трейне, это реально. Но мне кажется все-таки, что атака у команды Нави хорошо построена, и они еще до конца даже не открыли, наверное, 30% или там 40% своих раундов, да, тактического запаса, того потенциала, который у них есть. Поэтому, ну, я пока что не верю в команду CLG, в этот камбэк. Дело в том, что тебе нужно безошибочно отыграть 6 раундов против довольно-таки серьезного жесткого соперника. Начинается выход у нас на плент. Просел, правда, Зевс с Гардианом. Уже немножко совсем попали по Хейзеду. И Катлер врывается, отстреливает Даню Тесленко. Бомба лежит возле дефолта. Бомбу взять тяжело. ФНС уже в спине. Но Гардиан прикрывает эту позицию. Великолепная работа от снайпера команды Нави. Но парням от этого не легче. Сис прокрался с зелени. Сделал 1 килл, сделал 2-й килл. Браво!
И остается сильнейшее звено у команды Нави. Сист вырулил этот раунд на себе. Великолепная работа от команды Нави. Поздравляем парней. Следующая карта совсем скоро. Ну, я бы у себя на стримах сказал, не переключайтесь, но здесь вы можете сделать паузу.